Рада всех видеть, мои прекрасные. Сейчас будет мощный расклад. Но чтобы все хорошие предсказания карт в вашей жизни реально сбылись, вашей психике нужна емкость и сила. Поэтому в первую очередь смотрите мою папку «Сама себе психолог». Там собраны ролики, которые убирают ментальные блоки, лечат синдром хорошей девочки и возвращают вам вашу корону. Прокачайте себя сначала там. Ссылка в описании. А мы начинаем расклад. Тема сегодняшнего расклада – свет и тень. За что тебя ставят пример друзья и за что тебя пытаются высмеять враги. О нас с вами говорят всегда. Но правда в том, что люди обсуждают скорее не вас, а свои чувства рядом с вами. Друзья подсвечивают ваш свет и то, что вдохновляет их быть лучше. А недоброжелатели цепляются за ваши тени. Те качества, которые они не могут себе позволить или в которых они проигрывают вам. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце видео будет совет психолога. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Итак, девочки, какая принцесса пришла на расклад? Какая вы? Так, такие карты. Так, смотрите, первая карта у меня вышла, упертость, да? Следующая карта ограничения, провокация, карма. Давайте так, если бы тут было, на этой карте у нас есть очень похожая из этой же колоды, там этот хрустальный купол, который накрывает эту прекрасную розу, да, он разбивается в дребезги, да, а тут он в целости и сохранности, этот купол хрустальный. Он ограничивает рост, он ограничивает развитие, раскрытие максимального потенциала вашего, может, ваших способностей каких-то. Это о чем? Если подряд все прочесть, тут ограничения и провокация. Это история о том, что, скорее всего, сейчас в вашей жизни будут предлагаться какие-то варианты, тут карта клевер, шансы еще, которые будут вполне возможно даже не совсем вами осознаны, не совсем вами замечены и взяты. При этом, я так это считываю, карта как провокация. Это будет. И цель этих провокаций может быть даже подсветить вам, подкорректировать ваш путь, ваш, может, выбор чего-то, ваши даже желания, может подсветить вам какие-то моменты, на которые вы то ли не обращаете внимания, то ли вы, знаете, как туннельное зрение, вот вы по этой карте упертость, вот вы видите какую-то цель, да, и, может быть, сфокусированы именно на ней, а вам могут сейчас подсвечивать то, что, может, вы, если вы пойдете другим путем или зайдете, не обязательно с заднего входа, да, в принципе, зайдете вот как-то по-другому это все дело сделаете, может, это будет намного легче, быстрее, и по факту и результат будет лучше. Ну, почему-то мне так подсвечивают. Отчасти вот какую-то тут закономерность также вам подсвечивают о том, что, допустим, карта карма, да, вы сейчас находитесь вот на той стадии, где вы собираете реально плоды того, что вы посеяли. Или же плоды того, куда вы там не пошли, да, может быть, остановились, может, побоялись, может, где-то сейчас даже вы думаете, а может, попробовать еще раз вот в чем-то себя реализовать. Вот тут мне такое подсвечивают. Тут карта еще, карта карма, она такая своеобразная, видите, принцип домино. Этот монах буддийский толкает это, как это сказать, досточку эту, да, дощечку эту, домино, пластиночку, и она падает и за собой влечет тут массу последствий
полностью как будто бы от одного вашего какого-то, может быть, принятого решения, поступка, тут вплоть до того, что может измениться вся ваша жизнь. И вас как предупреждают также об этом. Скоро, может быть, будет у вас такой вот, ну, даже судьбоносный какой-то ваш шаг вы сделаете. Это именно вас касается, карта вопрошающей. И периодически говорят, в вашей жизни по карте цикличность, вот такие моменты, они есть, они в вашу жизнь приходят. Другое дело, вы их замечаете или осознаете вы масштабы этих, да, предложений. Это может выглядеть как просто общение с каким-то человеком. Вы особо можете не придать этому даже значения, но, допустим, пообщавшись с этим человеком, потом через время к вам, может, какие-то предложения через этого человека, через знакомых, ну вы поняли, да, тут какая-то закономерность есть такая. Как будто бы вот сейчас даже, может быть, будут у вас шансы, возможности, там, вполне возможно, там, даже вот этот хрустальный купол, вот эти какие-то ограничения, они могут быть убраны, сняты. Причем каким-то таким способом, даже не совсем стандартным. Может быть, даже вы этого особо и не ждете, да? Ну, не рассматриваете эти варианты. Вот что-то мне такое тут показано. Тут карта ссора, карта клевер. Ну, это я все вместе читаю о том, что, скорее всего, это также внутренние ваши какие-то конфликты. Идти, не идти во что-то. Начинать и начинать. Может, какой-то бизнес. Вкладывать свои силы во что-то. Шансы. Это чего больше касается? Ну, вот как будто бы вы сами можете эти ограничения отчасти и выстраивать. Вам говорят тут, наоборот, как будто бы откройся миру, откройся возможностям. Внутри вас вот эти ограничители, может быть, да, защита как срабатывает, вы боитесь там, ну, попасть в какую-то не очень понятную, приятную историю. Может быть, ну, элементарно, да, срабатывает какой-то у кого-то печальный опыт уже, не хотите повторения этого опыта, у кого-то не чувствуете себя в полной силе, ну, в полной мере вот сильно для того, чтобы там идти в какие-то новые возможности, испытания. Но вам говорят, присмотрись, по крайней мере. Вот сейчас по карте вот эта цикличность, вот у тебя сейчас как раз такой вот, может быть, момент, шанс будет. У кого-то, знаете, на первое место всегда незримо, осознанно, неосознанно выходит вот карта медведь, это мужчина, который несет ответственность, карта кольцо, тут карта дерево, семья. Тут как будто бы у многих какие-то истинные там мечты, ваши там даже потребности какие-то, все равно это отодвигается. Все равно, может быть, попозже что-то сделаю. На первый всегда выходит план, мне тут показано все-таки да. Родные, близкие, тут мужчина какой-то, тут у кого-то кто-то не свободен из вас, опять-таки как-то вот больше сюда об этом. А вам говорят, ну, как будто бы я не говорю это игнорировать, упаси Господи, но, по крайней мере, дать себе шансы. Да, какой-то вот этот сценарий даже где-то на время изменить. По карте гроб вот как-то по-другому. Может быть, попытаться себе лично временем больше уделить, да, разобраться, даже нужны вам эти шансы или нет. Как-то так, почему-то сегодня такая сигнификация, да. Ну, а конкретно ваша карта тут вышла. Женщина, которая... Так. Ну, тут ничего нового, наверное. Ну, тут в прошлом, может быть, были то ли влюбленности, увлечения, и мужчина, карта зелья, это отравленная любовь, боль, может быть, тут карта зелья, это не настоящая любовь, да, если можно так сказать, если можно сказать настоящая, не настоящая. В этом кубке, по идее, да, должен быть, ну, эликсир, да, любви, да, вино любви.
А тут зелье отравленное. То есть уже печальный опыт взаимоотношений есть. У многих тут карта воровство, это еще не свободны. Вы были, может быть, мужчина не свободен. И тут карта сейчас бездействия ваша, рядом с вашей картой. Карта всадник. То есть какие-то у вас тут такие ассоциации, что вот эти вот все, тут по карте всадник легкие так называемые отношения, да, отношения, когда приехал тогда и вовремя, это вообще не ваши уже форматы. Вас это, во все в это уже точно никуда не влечет, вы никакой как будто бы тут перспективы таким взаимоотношениям, таким мужчинам не даете. Вот такая у меня сигнификация ваша сегодня. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, свет и тень. За что тебя ставят пример друзья и за что пытаются высмеять враги? Первое у нас голос света. За какие качества тебя ценят и ставят пример близкие люди? Следующее у нас основа восхищения. Что именно в тебе вызывает уважение и желание равняться на тебя? Следующее у нас тень. Какую твою черту пытаются высмеять или обесценить? Следующее у нас, почему именно эта черта вызывает вот этот негатив? Зависть, сравнение, внутренний конфликт. О чем это? Как это проявляется, да? Шутки, сарказм, обесценивание, скрытая какая-то критика. Твоя позиция. Как сохранять устойчивость и не зависеть от внешних оценок? Так, первое. Голос света, да? За какие качества тебя ценят и ставят в пример близкие люди? Ух ты, ну за ваше трудолюбие, за ваше умение. Сейчас карта жатва. Интересно. Карта лиса, борьба, дьявол, стена. Ну тут скорее мудрость ваша, если все вместе так просуммировать, да? За ваше умение где-то карта борьба противостоит, с одной стороны, дьявол тут любым сплетням, любым манипуляциям, карта лиса тут хитростям даже каким-то, хитрым людям. При этом, знаете, как будто бы, некрасиво скажу, да, но вы там что-то хотите трындить, я знаю, к чему я иду, я знаю, кто для меня авторитет, я знаю себя. Пытаюсь себя понять, пытаюсь разобраться, чего именно я хочу. Вот тут такое вот, ну, это уверенность в себе, наверное. Она, скорее всего, даже такая спокойная какая-то уверенность. При этом за ваши результаты, вот то, чего вы там достигли, может быть, вот сейчас, к чему вы идете, видят ваши конкретные шаги, видят ваши достижения, вас ценят за, ну, как тут цельная личность, вот такая вот. За эти качества ценят. Видят вас женщина, которая может противостоять. Тут и даже тут сочетание дьявол и карта стена, это, скорее всего, значит, знаете, как какие-то там сплетни, какие-то заговоры, да, какие-то склоки. Вот вы этому противостоите. И у вас есть и сила этих ваших убеждений. Ну да, такое вот. При этом, если вот вообще все подряд считать, то, скорее всего, даже вы это делаете как-то мудро, может, по-женски даже как-то так. Особо, может быть, даже, ну, знаете, можно человека мягко поставить на место, да, и свою позицию как-то озвучить, при этом не то, что там не раня ничьи чувства, ну, донося до человека, что ну, меня это не интересует, или я
я другим занята, или вы там занимаетесь чем хотите, да, но это не мое, мне это не интересно, да, вот тут как-то так. Вот, скорее всего, вы так как-то можете это мягко человеку преподнести. При этом стопроцентно идет понимание того, что не нужно там ее также вовлекать во все это. Ну, как-то так. Вот это то, что мне вышло. Какая-то спокойная сила, уверенность, вот так вот. Так, за что что именно в тебе вызывает уважение и желание равняться? Ух ты. Критик. Ну, смотрите. Уважение, кстати, у меня идет, вас видят женщина, которая нормально относится к самокритике, да? Ну, самокритично, может быть. В принципе, можете, наверное, конструктивную критику воспринимать тут себе во благо. Тут любая ваша какая-то, наверное, со стороны там кого бы то ни было, да, какая-то критика, вы рассмотрите это, да. Если вы понимаете, это чуждо, ну, не стоит обращать внимание на каких-то больных людей. Вы пойдете дальше своей дорогой. Но если там есть элемент действительно того, что вы должны там для себя, может, проработать, да, вы, скорее всего, задумаетесь, скорее всего, вы это себе во благо проработаете. Это опять-таки вы та женщина, которая понимает, что у любого человека можно чему-то научиться. Да, вот как-то так. Опять-таки, победа, критика. Может быть, вас видят еще, кстати, вот это сочетание победа, критика, тень. Женщина, которая за последнее время выросла очень сильно. Это личностный рост, это желание изменить что-то в своей жизни. Карта тень — узнать себя. Тут, видите, девочка стоит, она в черном платьюшке, да, и она отбрасывает тень тут на стене. И она эту тень обводит этим то ли угольком, да, или мелком каким-то. То есть она пытается себя узнать, она пытается докопаться, почему, допустим, в ее жизни там повторяются одни и те же какие-то сценарии, почему вот так вот, почему она реагирует на что-то, почему в ее жизни там какие-то люди одни и те же, там, или мужчины одни и те же, ну, или женщины, неважно, возвращаются. Почему отношения там какие-то не выстраиваются или выстраиваются так, как ей не нравится. Вот тут психолог вы, скорее всего. Женщина, для которой очень важно докопаться до сути. То есть это вызывает уважение у людей. Это вызывает уважение, ну, опять ваша глубина. И первая карта победа. Это история о том, что женщина руки не складывает, женщина идет вперед, больно, не больно. По карте Луна, сколько мне было там каких-то там препятствий, провокаций. Женщина выбирает тут, знаете, не какие-то больные созависимые отношения, по крайней мере, вы пытаетесь разобраться, как выйти из них, если вы в них находитесь. Но в идеале тут вообще женщина идет. Карта победа — это к своему счастью. Тут нет такого, что она плывет по течению, девочка. Нет. Тут видят вас вот таким бойцом, при этом довольно-таки, как вам сказать, спокойная, уравновешенная. Желание равняться на вас есть, да. Тут видят вас, вот какую-то сила духа, видят это вас. При этом у кого-то, конечно, тут карта Луна и карта ответственность. И тут ответственность, карта у нас такая очень своеобразная. Видите, мужчина на себя взвалил горы этих каких-то булыжников, вот прям горы этой ответственности. Вызывает уважение то, что вы, допустим, не перекладываете ни на кого ваши там какие-то обязанности, да, может, в семье, может, помощь, забота о ком-то. Нет такого, да, вот там стрекоза какая-то, там летаете, одним днем живете, как будет, так будет. Нет, тут наоборот видят вас женщина, может быть, даже которая слишком много на себя завалила этой ответственности, но при этом она старается
все-таки найти какие-то пути для того, чтобы реализоваться, для того, чтобы состояться в этой жизни. В первую очередь не ради себя, не ради кого-то там, да, для того, чтобы самой себе там нравиться, любить себя, уважать себя, вот это вот. Да, на вас хотят равняться тут. Но при этом многие считают, давайте так, что слишком много вы на себя тут взвалили. Им, наверное, даже такой какой-то режим, в каком-то таком ритме тяжело. Не факт, что они в таком ритме смогли бы. Как-то так. Давайте смотрим, какую твою черту пытаются высмеять или обесценить. Ну, это враги ваши, скорее, да, какие-то недоброжелатели. Кстати, правда, за то, за что вас друзья уважают, ценят, да, почти то же самое вызывает тут вот такие какие-то шуточки, попытки высмеять, обесценить у врагов, недоброжелателей. А смотрите, тут карта непроявленная, тут архетип, видите, вообще ничего не имею против прекрасных педагогов, но тут архетип такой, да, учительница, допустим, начальных классов, да, тут пучочек такой на голове, очечки, тут книгу прижала к груди, строго одета, как-то скромно, так очень, да, как, наверное, дресс-код какой-то. И дальше тут показана сбоку тень, которую та же самая эта учительница, да, отбрасывает. Непроявленная. Тут женщина тут уже в каком-то латексе, белье, какое-то плетка, тут ботфорты эти, вообще другой типаж. И рядом карта мечта. Это, скорее всего, очень бесит ваших недоброжелателей. Они пытаются это высмеять. Ваши попытки выйти за какие-то рамки. Образ, который они изначально вас считали, они не готовы мириться с тем, что вы меняетесь, очень сильно меняетесь, пытаетесь раскрыться, да, пытаетесь себя найти в чем-то. Карта мечта, идете к своей какой-то мечте, цели. И это для них такое, знаете, как бы они наблюдают со стороны и пытаются даже это высмеять. Любые ваши тут изменения в вашей жизни, любые попытки изменить вашу жизнь, просто они тут могут, опять-таки, пытаться обесценить, пытаться, сказать, куда она прется, с чего, для чего это нужно, вот такое вот что-то такое, тут опять-таки ваши попытки, опять-таки, где-то по этой мечте прийти к чему-то новому, прекрасному, раскрыться, вот тут это сталкивается, вот это основное. Тут любой ваш какой-то шаг, там, не знаю, опрометчивый какой-то шаг, даже если это будет манюсенький какой-то шажочек к вашим изменениям, тут это все под микроскопом рассматривается, и какие-то могут быть такие замечания. Куда она идет, и чего, и к чему она придет, вот тут такое вот. Как-то так. Наверное, отчасти это связано с тем, что они, может быть, для себя не видят каких-то таких изменений. Может быть, они на данный момент не готовы к каким-то изменениям. Или в себе у них нет силы, мужества даже как-то менять свою жизнь. Вот так вот. При этом тут карта память, знаете, это о чем? О том, что правда, у них есть в голове какой-то ваш образ, но вы настолько сейчас можете то ли меняться, но это и внутренние изменения ваши, соответственно, и новые ваши, опять, может, новый круг общения ваш, может быть. Соответственно, это ваши новые шаги, выбор нового этого пути, выбор, может быть, новой там у кого-то и профессия даже, реализация в чем-то. Вот у них картинка как-то она до конца не сходится, то какая вы были раньше и та, какая вы сейчас. Вот как-то так. Пытаются любые ваши тут шаги. Тут в основном
вы для себя видите вот это вот, то, что у вас очень много этого непроявленного. Вы хотите раскрыться, вы хотите прожить наполненную жизнь, яркую. А они что-то вот эти все ваши попытки, вот тут обесценивание идет этого. Так, следующее смотрим. Почему именно вот эти ваши черты не вызывают негатива? Это зависть, сравнение, внутренний конфликт. Преграда, взаимодействие, якорь, магнетизм, спасатель, талисман. Ну, давайте так. Почему именно, мы уже рассмотрели, ваше желание идти куда-то, да, в новое что-то, развиваться, пытаться реализоваться. Вот это вызывает негатив. Тут может быть зависть, сравнение тут 100% идет. Внутренний конфликт тоже у многих, так как страх как-то может быть страх, что их жизнь стоит то ли на месте, то ли на паузу поставлена. Тут что-то такое. Но тут еще я вам хочу сказать, многих вы считываете, и вы не допускаете, они, может, к себе не подпускаете, они, может быть, там ищут к вам какие-то или искали подходы, пытались там то ли в друзья навязаться, то ли в принципе как-то сближались, знаете, задавали вам какие-то вопросы, но вы, скорее всего, тут преграда, вы их на вытянутую ручку. И это их тоже раздражает, обескураживает, да, может быть, другие там подпускали к себе, делились чем-то, а тут как будто бы вы стабильно, ну, знаете, вот эти рамочки, границы выстраиваете и даете понять, да, я на общую тему могу с тобой там о чем-то поговорить, тебе нужна помощь, я, может, помогу, да, но делиться ничем, я своими мечтами, да, своими планами я не собираюсь, я не доверяю тебе. Тут как будто бы вы особо и не скрываете даже. Как-то так. И это ваше, кстати, это ваш талисман, это ваш путь в стабильность. Скорее всего, для них ваши новые какие-то там достижения, ваши там, уж не знаю, может быть там новости о том, что вы там конкретно уже там, кто-то там, новое место работы, новое там, не знаю, место жительства, новый союз там с кем-либо, ваша какая-то там, может быть, проект какой-то, бизнес, он уже выстрелил, вы что-то новое, может быть, творческое затеяли, какой-то проект. Но это уже как будто свершившееся, до них доходят вот уже конкретные какие-то вот факты, да. И то, что вы мало делитесь именно вот своими мечтами с такими людьми, это для вас показана карта якорь, это стабильность. И они считают, тут карта талисман, что вы везучая, хотя сколько за этим там ваших сил, да, может, ночей каких-то недоспанных, труда, об этом никто не думает. Вот они думают о том, что по факту вы тут получаете какой-то результат, который их задевает. Скорее всего, тут еще нюанс, негатив вызывает. Почему? Потому что если, может быть, раньше они могли некоторые считывать вас женщиной, которая ради, может, общения даже с кем-то, раньше, да, там, будет закрывать глаза на что-то, может там где-то жертвить даже, где-то не задумываться о том, что ее жизнь проходит, летит, да, скорее потребности других вы могли закрывать или беспокоиться о том, допустим, синдром хорошей девочки, как же, если я откажусь, как же человек обидится, как я дальше буду с ним вообще и сотрудничать, или как-то вообще находить общий язык. Вот такое, могло раньше такое быть. Они могли считывать вас вот этой хорошей девочкой даже, да. Женщина, для которой очень важно общественное мнение. То сейчас все поменялось. Вот так вот они считывают, все, она уже этим спасателем не будет, она будет спасателем для себя. Другими словами, мы для манипуляций стали менее уязвимы. И, наверное, вот вы даете также понять, что
их мнение вам вообще до лампочки. Вот это тоже раздражает. Мгм. То есть они сравнивают себя с вами. Есть зависть, да. Зависть скорее к вашему, какому-то такому, знаете, устойчивому, уверенному поведению и видению. Вот вам важно, как вы себя воспринимаете, и 100% вам не важно, что они о вас думают. Ну, они так это считывают. Как это может проявляться, да? Шутки, сарказм, обесценивание, скрытая критика. Ну, вот тут сразу вышла первая карта зависть. Как это проявляется? Люди вот тут зеленеют, видите, тут дамочка, которая в бинокль все подсматривает, она обвита этими змеями, ее эти змеи душат. Вполне возможно, так, зависть, горы, метла. Ну, метла это, девочки, будем считывать, это сплетни, да. В открытую нифига. В открытую вам никто это в глаза, наверное, не говорит. То есть даже, наверное, какие-то шутки и сарказм до вас вот, на данном этапе я этого не вижу. Как будто бы вы выстроили между собой и между ними, ну, они так это воспринимают, вот тут горы, трудности, препятствия. Во-первых, информация о вас какой-то мало у них. Они собирают ее из любых источников. Карта метла — это сплетни, любые сплетни. Во-вторых, вы уже как будто бы, знаете, эту броню какую-то наработали. Механизмы подозрения. Это, скорее всего, вас так характеризуют, как женщина мудрая. С интуицией у вас все хорошо, и вы прекрасно считываете вот этих вот прекрасных, милых, там, в нашем случае тут женщины больше, да, которые там улыбаются вам, да, и тут же разворачиваются, и тут гадости про вас говорят. Ну, тут явно не наивная, недоверчивая такая какая-то девочка. Вы уже знаете цену им всем, да, и четко понимаете, да, вообще не хочу к себе приближать и видимость даже какую-то создавать. Мне это не нужно. То есть, как это проявляется? Основное это вот тут тихая зеленая зависть, вот тут вот эти змея вокруг шеи обвивается, люди сами себя душат, накручивают, за вами подглядывают, да, анализируют ваши там, может быть, какие-то шаги, ваши попытки где-то реализовать себя. Вот это вот, да, скорее вот так вот. И, ну, сплетни собирают, да, ну, такое. Это не в открытую, это так как-то оно так завуалировано очень. Ну, следующее давайте смотрим. И ваша позиция, как сохранять устойчивость и не зависеть от внешних оценок, да? Так, ненависть, печаль, кукла, целитель, игра. Ну, тут что мне приходит в голову, это... Опять-таки, вы уже научились противостоять этим каким-то манипуляциям. И вы должны прекрасно понимать, что есть женщины, ну, тут люди, женщины, не знаю, тут карта ненависть, которые, ну, не любят вас, да. Но вы, опять-таки, как будто бы не... Тут вам говорят, это их право так реагировать на вас. Это их выбор. Это их выбор вот находиться даже опять-таки в таком вот этом состоянии по карте зависть, да, токсично, печалька, да, ну, дайте им право, да, расслабьтесь, но ни в коем случае, тут говорят, не возвращайтесь во взаимоотношения с ними, не восстанавливайте какие-то контакты, может быть, вы длительное время хотели даже подальше от них держаться, да, вы понимали, это токсичные люди. Может, они пытались там, то ли в силу того, что там, если у вас там общие были какие-то там, может быть, дела, да, рабочие взаимоотношения, вы не могли полностью их игнорировать. Но вот сейчас говорят, как будто у вас получается как-то максимально отодвигаться, держать дистанцию, вы научились уже этому, по крайней мере, идете в этом направлении. Но говорят, ни в коем случае карта тут исцеление, тут девушка излечивает, да, дает свою эту энергию какому-то раненому тут мужчине. Давайте так это прочитаем. Не отдавайте свою энергию, опять-таки, этим людям токсичным. Лучше сохранить ее для себя. Карта игра, ну, тут игра в шахматы, да, и тут женщина играет. Это история о том, что нужно быть более мудрой, да. У вас уже получилось, знаете, вот эти рамочки, границы выстроить. У вас уже получилось донести им, что нет, назад я не буду восстанавливать эти взаимоотношения. Ради чего?
У меня так все хорошо. Вот вас призывают к тому, чтобы и дальше вот придерживаться этого пути. Вот. Как-то так. Все-таки карта игра. Доложу чуть-чуть игра. О чем это? Тут говорят даже, может быть, не нужно даже нейтральных каких-то, знаете, шагов не нужно делать. Это о том, что там, может, там кто-то вас там, вы знаете, что человек, ну, не очень он хороший. Ну, тут будет там навязываться там помощь, это оказать одно, но другое дело вовлекаться опять в какие-то вам ненужные взаимоотношения. Это самой себя вот в эти ограничения какие-то загнать в клетку. Так, игра, это о чем? Ну, давайте так, у кого-то, знаете, с внешним миром, может быть, там рабочие какие-то отношения в социуме, более-менее эти рамочки, границы выстроили, вы уже как будто на пути к этому. У кого-то это в прямом смысле как оздоровление, исцеление. Но говорят, дома с близкими, родными, с домашними можете еще как будто бы закрывать глаза на какие-то тут токсичные проявления мужчины. Мужчина-воин, мужчина, который особо не заботится о том, там, причинит он боль своими словами, какими-то поступками, не потому что он плохой, а потому что он такой вот, какой-то, может быть, агрессивный, какой-то сдержанный, особо не задумывается о том, насколько это для вас будет болезненно. То говорят, вот еще над этим нужно поработать, да. Ну, все мы в пути, в дороге, да. И тут карта унижения, вы можете чувствовать себя, вот тут рядом род семья, вот почему-то как уязвленной, уязвимой, вот такой урожай на данный этап, как будто бы на данном этапе собирать. Карта Луна, и вы как будто ни конца, ни края этому можете не видеть. Но говорят, все равно дорогу осилит идущий, хоть по миллиметру, по шажочку, идите вверх по этой лестнице, отстаивайте себя, озвучивайте свои права. У вас не только обязанности есть, у вас есть права, девочки. Ладно, свои мечты, свои желания, потребности, это больше об этом. И тоже эту карту можно считать, тут мужчина лежит раненый, да, эта женщина его исцеляет. Вы очень сильно, но не позволяйте потреблять всю свою силу, да, кому-то другому. Для себя оставляйте основную какую-то часть. Ладно, больше не буду тут никого ни к чему призывать. И с точки зрения психологии, восприятие одного и того же качества у другого человека сильно зависит от внутреннего состояния наблюдателя. Это вот у вас тут точно так вот оно и считывается. Вот одно и то же качество ваше, то, что вы идете вперед, вы не останавливаетесь, вы довольно-таки самокритичны, вы стараетесь извлечь уроки, не просто тупо на те же самые грабли. Ну, на вторые, на третий наступили, на четвертый, может, уже и выводы сделали, да, я шучу, но тут нет такого, что прям бегущая по граблям. Нет, вы стараетесь разобраться. Ну, и в то, что вы хотите изменить свою жизнь, вот это у ваших друзей вызывает уважение, да, тут желание на вас равняться, в этом 100%. И тут же это у ваших каких-то недоброжелателей вызывает эти саркастические улыбочки, ну, посмотрим, какой результат будет. Ну, что-то из этой серии, да. Люди склонны идеализировать те черты, которые соответствуют их ценностям или к которым они стремятся, и полностью обесценивать те, которые вызывают у них чувство несоответствия или внутреннего напряжения. А тут вы у ваших недоброжелателей вызываете это внутреннее напряжение. Ну, тут конкретно карта зависти вышла. Поэтому одна и та же характеристика вот вас может восприниматься как достоинство или как недостаток. Это абсолютно не объективная оценка личности, а отражение вот этих внутренних процессов другого человека. Вот тех самых, да.
И чем яснее человек осознает свои собственные ценности и границы, а вы это осознаете, вот тем меньше он зависит от этих внешних каких-то интерпретаций, и тем устойчивее он остается в своей идентичности. Вы остаетесь самой собой. Самое главное, чтобы вы сами себе радовались, да, и принимали себя такой, какая вы есть. Самое лучшее. Да? Все мы богини, да? Все, мои богини, спасибо за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.